Мы способны достигать любого желаемого состояния. Это и есть внутренний путь. Через достижение определенного состояния мы можем проецировать его вовне. И тогда внешняя реальность отражает то, что находится внутри нас. В этом видео мы погрузимся в мир вибраций и энергии. Вибрации — это основа наших ощущений и состояний, которые формируют нашу реальность. Но зачем нам говорить о повышении вибраций? Изменяя их, мы можем переходить от текущего состояния к состоянию удовлетворенности, словно играя в игру, как отражение нашей жизни. Мы обсудим, как наши индивидуальные особенности, опыт, убеждения и эмоции влияют на наше восприятие. Вместо того, чтобы изменять только энергию в теле, мы будем работать над трансформацией нашего мировоззрения, чтобы добиться устойчивых изменений. В этом практическом пособии вы найдете проверенные техники, безопасные для вашего благополучия. Мы рассмотрим дыхательные и ментальные практики, включая элементы юнгианской, психологии и буддистских учений, а также методы НЛП и расстановок, которые могут мгновенно менять ваше состояние. Осознавая себя и свою связь с чем-то большим, мы можем достичь более высокого духовного состояния, что упрощает решение повседневных вопросов, таких как, к примеру, финансовые проблемы. Приготовьтесь к глубокому погружению в трансформацию сознания и освоению техник, которые помогут вам всегда оставаться на высоте. Давайте вместе откроем новые горизонты. Вы когда-нибудь замечали, как ваше настроение меняется, когда вы слышите любимую песню или видите знакомое лицо? Это не случайность. Ваша энергия улавливает вибрации вокруг вас. Но что, если я скажу вам, что у вас есть сила контролировать и поднимать эту энергию, преобразуя свою жизнь таким образом, о котором вы, возможно, никогда не мечтали? Низкие вибрации — это невидимые силы, которые мешают вашей жизни, создавая дисгармонию в ваших отношениях, истощая вашу энергию и блокируя вас от проявления ваших истинных желаний. Это похоже на попытку настроиться на более высокую божественную частоту, пока статический шум заполняет воздух. Независимо от того, сколько вы медитируете или ищете гармонию, истинная мелодия вашей души, послание, предназначенное для вас, остается приглушенной и неясной. Но вот хорошая новость. У вас есть сила очистить этот шум, подняв свою вибрацию. Вы можете настроиться на чистоту своей души, принося гармонию, здоровье и легкое проявление в свою жизнь. Готовы очистить шум и услышать свою истинную внутреннюю музыку. Теперь, когда вы настраиваетесь на свою чистоту, давайте поговорим о слоне в посудной лавке, этих упрямых, низких вибрациях. Почему некоторые люди, кажется, застряли в бесконечном цикле драмы и негатива? Это не просто невезение или какое-то бесконечное наказание. Это ловушка низкой вибрации. И многие из нас попадают в нее, даже не осознавая этого. Давайте будем откровенны. У всех нас бывают дни, когда все идет не так. Вы проливаете кофе на рубашку, застреваете в пробке, а ваш шеф в плохом настроении. Но для некоторых это не просто случайный плохой день. Это история их жизни. Это не потому, что Вселенная или Бог против них, а потому, что они застряли в цикле низкой вибрационной энергии. Возможно, они сами настроены недружелюбно к миру. Ведь, по сути, Богу от людей ничего не нужно. Как раз наоборот, люди всегда что-то хотят от Него. А Он просто позволяет быть тому, что они хотят. У каждого из нас есть свобода выбора. Вселенная просто позволяет этому быть. Подумайте о низких вибрациях, как о зыбучем песке. Чем больше вы боретесь, тем глубже тонете. Эмоции, такие как страх, стыд и гнев, тяжелые и плотные.
Они затягивают вас в цикл негатива. И вот хитрая часть. Эти низкие вибрации часто скрываются на заднем плане вашего подсознания, и вы можете даже не осознавать, что несете этот энергетический груз. Исследования доктора Дэвида Хокинса о сознании показывают, что эмоции, такие как стыд и вина, вибрируют на самых низких частотах. Он рекомендует несколько подходов для выхода из низкочастотных эмоций, таких как стыд и вина. Он подчеркивает важность осознания и принятия этих эмоций без осуждения, позволяя себе испытывать их, но не отождествляясь с ними. Практика отпускания через медитацию и глубокое дыхание помогает освободиться от их влияния. Также важно стремиться к более высоким эмоциям, таким как благодарность и любовь, что способствует повышению общего уровня сознания. Изменение восприятия ситуаций и людей помогает избавиться от негативных эмоций и перейти к более позитивному состоянию. Когда вы застреваете в этих состояниях, это похоже на то, что вы отправляете сигнал Вселенной, который говорит «принеси мне больше этого», и Вселенная слушает, отражая ту энергию, которую вы излучаете. Но дело не только в привлечении большего количества негатива. Низкие вибрации затмевают ваше восприятие, делая трудным видеть красоту и изобилие, которые уже вас окружают. Это похоже на ношение темных солнечных очков в помещении. Все кажется мрачным, даже когда есть свет. Вы можете подумать, но я не всегда чувствую себя негативно. И это правда. У всех нас бывают моменты радости и покоя. Но вот в чем дело. Низкие вибрации липкие. Они могут прилипать к вам, часто скрываясь в вашем подсознании. Возможно, у вас есть глубоко укоренившийся страх неудачи, который мешает вам следовать за своими мечтами, или скрытая обида, влияющая на ваши отношения. Эти подспудные частоты тихо формируют вашу реальность. Институт сердечного мозга обнаружил, что негативные эмоции создают нестабильные сердечные ритмы, которые не только нарушают вашу энергию, но и влияют на окружающих вас людей. Это похоже на то, как если бы вы ходили с собственным личным облаком шторма, отбрасывающим тени даже в самые солнечные дни. Но это не о мрачности и безысходности. Осознание — это первый шаг к изменениям. Признание этих низковибрационных паттернов похоже на включение света в темной комнате. Вдруг вы можете увидеть вещи, которые сдерживали вас, и только тогда вы сможете начать их устранять. Итак, как узнать, застряли ли вы в ловушке низких вибраций? Посмотрите на свою жизнь прямо сейчас. Застреваете ли вы в драме? Жалуетесь ли вы больше, чем радуетесь? Чувствуете ли вы себя застрявшим, несмотря на все усилия двигаться вперед? Это признаки того, что вы, возможно, резонируете на более низкой частоте. Но вот хорошая новость. Вы не застряли на этой частоте навсегда. Просто слушая это, вы уже начинаете изменяться. Вы ищете более высокие знания и самосознание, которые вибрируют на гораздо более высокой частоте, чем невежество и страх. Ваше пробуждение. В следующем разделе мы исследуем, как освободиться от этих циклов низких вибраций. Я поделюсь мощными техниками, которые помогут вам изменить свою энергию и настроиться на более высокие частоты любви, изобилия и мира. Но прежде чем мы перейдем к этому, уделите минуту, чтобы задуматься, какие низковибрационные эмоции сдерживают вас. Готовы ли вы отпустить их и принять свое высшее «Я»? Помните, что признание этих эмоций — это первый шаг к их трансформации. Вы не одиноки в этом путешествии. Вселенная здесь, чтобы поддержать вас на каждом шагу к вашей высокой вибрации. Вы уже признали свои эмоции, и это мощный первый шаг. Но вот вопрос, который заставит вас задуматься. А что, если эти негативные чувства, от которых вы пытаетесь избавиться, на самом деле являются посланиями от Вселенной? Могут ли ваши страх, стыд и гнев
держать ключи к раскрытию вашей высшей вибрации. Пора взглянуть на эти низковибрационные состояния под новым углом. Все знают, что страх, стыд и гнев могут ощущаться как тяжелые цепи, удерживающие нас на месте. Но что, если понимание этих эмоций – это самый быстрый путь к повышению вашей вибрации? Давайте будем честны. Сколько раз вы отталкивали негативные эмоции, надеясь, что они просто исчезнут? Возможно, вы пытались подавить страх положительными аффирмациями или закопали свою злость глубоко внутри. Нас учили, что эти плохие чувства – это препятствия на пути к нашему счастью. Но игнорировать их все равно, что ехать с включенным ручным тормозом. Вы двигаетесь вперед, но с трудом. Но вот в чем дело. Эти низкие вибрации не ваши враги. Они пытаются сказать вам что-то важное. Страх может подсказывать, где вам нужно расти. Стыд может указывать на убеждения, которые больше не служат вам. Гнев может показывать, где ваши границы должны быть крепче. Существует два подхода к достижению желаемых ресурсов – внешний и внутренний. Обычно нам внушают, что для получения чего-либо необходимо что-то делать. Однако, если бы это действительно работало так эффективно, все люди получали бы то, что хотят. Внутренний путь – это то, что внутри нас формирует нашу внешнюю реальность. Внутреннее создает внешнее. То, что находится внутри, отражается и снаружи. Рассмотрим первую практику. Практика растождествления или разидентификации заключается в осознании того, что мы не являемся теми ролями, которые играем, или теми мыслями и эмоциями, которые испытываем. Этот подход помогает отделить наше истинное «я» от тела, ума и окружающей среды. Суть этой практики заключается в том, чтобы осознать, что мы — это не только физическое тело или ум с его мыслями и переживаниями. Мы — не наша окружающая среда. Мы — нечто большее, чем просто набор эмоций и реакций. Когда мы говорим «я не тело», мы понимаем, что физические ограничения не определяют нашу сущность. Когда мы утверждаем «я не ум», мы осознаем, что мысли — это лишь мимолетные явления, а не наша истинная природа. И, наконец, когда мы признаем «я не окружающая среда», мы освобождаем себя от влияния внешних обстоятельств на наше внутреннее состояние. Эта практика способствует внутреннему спокойствию и ясности, позволяя нам увидеть мир и себя с новой перспективы. Она помогает развивать осознанность и глубокое понимание своей истинной природы, что в свою очередь приводит к более гармоничной жизни. Согласие как форма принятия представляет собой глубокое осознание текущей ситуации, что позволяет избежать борьбы с ней. Когда вы внутренне говорите «я согласен», вы признаете, что ситуация существует, даже если она вам не нравится. Это принятие освобождает вас от внутреннего сопротивления, которое может лишь усилить негативные эмоции и, соответственно, саму ситуацию. Отказ от борьбы с ситуацией позволяет вам сохранить свою энергию. Вместо того, чтобы тратить силы на противостояние, вы можете направить эту энергию на более конструктивные действия или на создание новых возможностей. Согласие также связано с отсутствием осуждения. Вы не оцениваете ситуацию как плохую или хорошую, а просто позволяете ей быть. Это создает пространство для изменений, поскольку вы не фиксируете свою энергию на негативе. Когда вы принимаете ситуацию, вы не только освобождаете себя от внутреннего напряжения, но и открываете себя для новых возможностей. Принятие помогает устранить внутренние блоки, которые могут мешать вам двигаться вперед, позволяя вам быть более открытым к новым решениям. Освободив свою энергию от борьбы, вы можете сосредоточиться на том, что действительно хотите создать в своей жизни,
что является более продуктивным и позитивным подходом. Таким образом, согласие как форма принятия действительно позволяет вам находиться в потоке и не тратить энергию на борьбу с нежелательными ситуациями. Все ресурсы проецируются изнутри. Если этого нет внутри, то этого нет и снаружи. Это значит, внутри меня существуют причины, не позволяющие мне увидеть то, что я хочу. Квантовая физика говорит очень простые вещи. Мы создаем что-то фактом своего наблюдения. То есть мы видим из точки наблюдения. Однако есть и другие точки. Соответственно, меняя внутри себя эту точку, например, отношения, мы меняем то, что видим. Что внутри, то и снаружи. Итак, как еще вы можете вырваться из ловушки низких вибраций? Это начинается с осознания. Обратите внимание на то, как эти эмоции ощущаются в вашем теле, где оседает страх, как проявляется гнев, где они живут в вашем теле. Это не об осуждении, а о любопытстве и исследовании вашего внутреннего мира. Следующий шаг – это практика принятия. Это не значит, что вам нужно наслаждаться этими чувствами. Это значит признать их, не пытаясь оттолкнуть. Помните, то, чему вы сопротивляетесь, то остается и усиливается. Вы бросаете туда свою энергию, и оно укрепляется. То есть вы сами это делаете. Признавая свои эмоции, вы забираете у них власть над собой. Доктор Хокинс однажды сказал: чем ниже частота, тем тяжелее энергия, и тем сложнее подняться выше. Но сложно не значит невозможно. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с отрицательной эмоцией, с мужеством и состраданием, вы поднимаете свою частоту. Принимая, соглашаясь, вы работаете с собой, вы разговариваете с собой, и вы повышаете свои вибрации и энергии. Мощной позитивной точкой в таком внутреннем разговоре станет благодарность. Благодарите. Каждый из нас пришел в этот мир с уникальной целью, но по сути никто не знает, что именно это за цель. У каждого есть свои ситуации и контексты. Разбирая свои обстоятельства, мы воспринимаем их как уроки. У каждого свои программы и задачи. Пройдите через свои испытания, извлеките из них уроки и двигайтесь дальше, с радостью и благодарностью. Задача не в том, чтобы долго оставаться в низких состояниях, а в том, чтобы пройти через них с грацией. Подумайте об этом как о духовной алхимии, превращающей тяжелые эмоции в вашу величайшую силу. Этот процесс требует практики, и вы можете снова вернуться к старым привычкам избегания или осуждения своих чувств. Это нормально. Это путешествие, а не быстрое решение. Каждый раз, когда вы выбираете осознанность, вместо избегания вы укрепляете свои вибрационные мышцы. Так что в следующий раз, когда страх подкрадется или гнев всплывет, сделайте глубокий вдох. Сделайте глубокий вдох. Вместо того, чтобы отталкивать его, задайте себе вопрос: что эта эмоция пытается мне сказать? Что я могу из этого извлечь? Вы можете быть удивлены мудростью, скрывающейся в ваших самых сложных эмоциях. Теперь, когда вы идентифицировали низковибрационные эмоции, которые сдерживают вас, что если я скажу вам, что ключ к освобождению заключается не в сопротивлении, а в принятии их с открытыми объятиями? Добро пожаловать в мир эмоциональной алхимии, где ваши самые глубокие тени превращаются в ваши самые глубокие источники света и силы. Но вот более глубокая истина. Отталкивание негативных эмоций только удерживает вас в этом низковибрационном состоянии. Это похоже на попытку удержать мяч под водой. Чем сильнее вы давите, тем сильнее он выскакивает. Истинное освобождение приходит, когда мы учимся обрабатывать и интегрировать эти эмоции сознательным и здоровым образом. Здесь эмоциональная обработка и подлинность становятся нашими путеводными звездами. Когда мы позволяем себе полностью чувствовать и выражать свои эмоции без осуждения или сопротивления,
Мы открываем священное пространство для исцеления и духовного роста. Это не о том, чтобы потакать негативу, а о том, чтобы почитать наш эмоциональный опыт и позволить ему течь через нас, как очищающая река. Подумайте об этом. Эмоции – это энергия в движении. Когда мы подавляем их, эта энергия застаивается внутри нас, создавая блоки, которые понижают нашу вибрационную частоту. Но когда мы смело позволяем себе чувствовать и выражать эти эмоции, мы освобождаем эту энергию, позволяя ей трансформироваться и поднимать нашу вибрацию. Теперь вы можете задаться вопросом: но если я сосредоточусь на негативных эмоциях, не привлеку ли я больше негатива? Вот прекрасный парадокс. Сознательно сталкиваясь и обрабатывая наши эмоции, мы на самом деле поднимаем нашу вибрацию. Согласитесь с тем, что они есть. Позвольте им течь. Это похоже на очищение забитой трубы. Как только блокировка устранена, положительная энергия течет без усилий. Карл Юнг ввел понятие тени как часть нашей личности, которую мы предпочитаем скрывать и не осознавать, что может быть источником креативности. Признание своей теневой стороны может освободить внутреннюю энергию и дать импульс к самовыражению. Работа с тенями – это искусство принятия и интеграции тех частей себя, которые мы подавляли, отрицали или которых мы боялись. Это часто аспекты нашего бытия, которых мы стыдимся или из-за которых боимся открыться миру. Но вот духовное золото. Эти тени обладают огромной силой и потенциалом. Когда мы учимся принимать их и интегрируя наши тени, мы получаем доступ к резервуару энергии, творчества и мудрости, о которых мы никогда не подозревали. Это похоже на разблокировку скрытого источника духовной силы внутри нас. Итак, как мы можем начать это путешествие эмоциональной алхимии? Оно начинается с осознания и радикального принятия. В следующий раз, когда внутри вас возникнет негативная эмоция, вместо того, чтобы отталкивать ее, попробуйте это простое, но глубокое упражнение. Сделайте глубокий центрирующий вдох и признайте эмоцию. Это осознанное дыхательное упражнение, которое помогает сосредоточиться и вернуть внимание к настоящему моменту. Легко скажите себе: «Я сейчас чувствую гнев, печаль, страх, и это совершенно нормально». Позвольте себе полностью пережить эту эмоцию без осуждения. Наблюдайте, где она находится в вашем теле. Есть ли напряжение в груди, в области живота или горла, или это тяжесть на сердце? Просто наблюдайте за этими ощущениями, не пытаясь изменить или исправить их. Пока вы находитесь с эмоцией, спросите ее: «Чему ты здесь хочешь научить меня? Каково твое сообщение?» Часто наши негативные эмоции – это мудрые посланцы, сигнализирующие о неудовлетворенных потребностях или нарушенных границах. Слушая эти сообщения, мы получаем глубокие инсайты о нашем внутреннем мире и пути души. Наконец, выразите эмоцию так, чтобы почтить ее и освободить энергию. Это может быть через ведение дневника, разговор с доверенным человеком или даже позволение себе священного катарсического плача. Ключевое здесь – позволить энергии пройти через вас, течь и трансформироваться, а не застревать и гнить. Техника выброса энергии через игрушку заключается в использовании мягкой игрушки для освобождения от эмоционального напряжения. В процессе вы берете игрушку и сознательно направляете на нее весь свой эмоциональный заряд – крик, гнев, стресс или другие чувства. Это помогает выразить эмоции, снизить напряжение и восстановить внутреннее спокойствие, превращая негативные переживания в более легкую форму. Впоследствии вы сможете выполнять эту технику мысленно. Практикуя процесс эмоциональной алхимии, вы не просто очищаете старую, застоявшуюся энергию, вы
строите эмоциональную стойкость и духовную силу. Со временем вы заметите, что легче справляетесь с жизненными взлетами и падениями, и ваша вибрация естественным образом поднимается. Помните, наше путешествие не о том, чтобы стать идеальным или всегда позитивным человеком, а о том, чтобы стать целостным, принимая каждую грань себя, свет и тень. Когда вы занимаетесь этой внутренней работой, вы начнете замечать глубокие изменения в вашей внешней реальности. Отношения углубятся и станут более подлинными, возможности, которые резонируют с вашим истинным «я», начнут легко приходить в вашу жизнь. Но, возможно, самое трансформирующее изменение произойдет в том, как вы воспринимаете и чувствуете себя. Существует глубокое чувство свободы, которое приходит с принятием и любовью каждой части себя. Это похоже на то, как если бы вы, наконец, смогли сделать глубокий, расширяющий вдох после многих лет поверхностного, сдерживаемого дыхания. Вы восстанавливаете свою силу, целостность и божественное право жить полной жизнью. Теперь, когда вы приняли все части себя, пришло время разблокировать скрытую силу, которая живет внутри вас. Ключ к мгновенному повышению вашей энергии и привлечению изобилия всегда был у вас под носом. Это священный инструмент, который у вас есть с момента рождения, но большинство людей никогда полностью не учатся использовать его силу. Это о вашем дыхании. Ваше дыхание – это гораздо больше, чем просто способ оставаться живым. Это прямой путь к энергетическим системам вашего тела, мост между вашей физической формой и вашей духовной сущностью. Когда вы учитесь сознательно использовать эту жизненную силу, вы можете изменить свое вибрационное состояние за считанные минуты. И самое лучшее, вам не нужны сложные ритуалы или годы обучения, чтобы начать. Давайте углубимся в это. Каждое ваше дыхание – это не просто вдох кислорода, это движение и трансформация энергии. Ваше дыхание влияет на вашу нервную систему, ваши эмоции и вашу вибрационную частоту. Когда вы делаете медленные, целенаправленные вдохи, вы активируете свою парасимпатическую нервную систему, режим отдыха и пищеварения вашего тела. Это священное пространство, где происходит исцеление, где стресс рассеивается и где ваша вибрация естественным образом поднимается. Но вот в чем дело. Большинство из нас дышит неправильно. Мы делаем поверхностные, спешные вдохи из груди, особенно когда мы напряжены или тревожны. Это поверхностное дыхание удерживает нас в состоянии низкого страха и напряжения, что, как вы можете догадаться, заставляет нас вибрировать на более низкой частоте. Так как же нам преодолеть этот шаблон? Эта практика задействует диафрагму, мощную мышцу в основании ваших легких, позволяя вам делать глубокий, насыщенный вдох. Когда вы дышите глубоко и полностью в живот, вы наполняете свое тело кислородом, успокаивая ум и оживляя дух. Вот простая, но глубокая техника, которую вы можете попробовать прямо сейчас. Положите одну руку на центр сердца, а другую на живот. Осторожно закройте глаза и сделайте медленный глубокий вдох через нос, позволяя вашему животу подниматься, как шарик. Почувствуйте расширение своей энергии. Когда вы вдыхаете, ваша грудь должна оставаться относительно неподвижной, тихим свидетелем этого священного обмена. Затем медленно выдохните через рот, позволяя вашему животу опуститься обратно к позвоночнику. Повторяйте это в течение нескольких минут, ощущая изменения в вашем энергетическом поле. Вы чувствуете это? Чувство спокойствия накрывает вас, прилив легкости. Это ваша вибрационная частота меняется в реальном времени, выстраивая вас с более высокими частотами мира и ясности. Но это только начало. Следующая техника – техника обратного дыхания. Она подобна диафрагмальному дыханию,
Но отличие в том, что на вдохе вы втягиваете живот, а на выдохе выпячиваете. Все дыхательные практики не требуют напряжения. Делайте все легко и в удовольствие. Обращайте внимание на свое внутреннее состояние, свои чувства и ощущайте пространство вокруг себя. Эта техника создает массаж внутренних органов, активизирует кровообращение и способствует улучшению пищеварения. Она помогает развивать осознанность тела, улучшает обмен веществ и может быть использована для снятия напряжения и стресса. Она также способствует углублению дыхания и расслаблению. Одна из моих любимых – техника 4-7-8. Эта практика – замечательный способ гармонизировать вашу внутреннюю энергию. Вдыхайте медленно на счет 4, задержите дыхание на счет 7 и выдыхайте медленно через рот на счет 8. Вдыхайте медленно на счет 4, задержите дыхание на счет 7 и выдыхайте медленно через рот на счет 8. Этот шаблон помогает сбалансировать ваше энергетическое поле и может принести глубокое спокойствие уму, даже улучшая качество вашего сна. Техника дыхания 4-7-8, как и многие дыхательные практики, имеет корни в древних традициях, таких как йога и буддизм. Еще одна трансформирующая техника – дыхание через чередующиеся ноздри. Эта техника может показаться немного необычной в начале, но ее эффекты глубоко уравновешивают. Научившись регулировать поток дыхания, мы можем влиять на движение праны по всему телу и уму, достигая экстраординарных состояний сознания и раскрывая бесконечный потенциал Вселенной. Одна из мощных техник пранаямы – дыхание через ноздри или надишодхана. Чтобы ее выполнить, сядьте удобно, держа спину прямо и закройте глаза. Используя правый большой палец, аккуратно закройте правую ноздрю и глубоко вдохните через левую. На вершине вдоха закройте левую ноздрю правым безымянным пальцем и выдохните через правую. Затем вдохните через правую ноздрю, закройте ее большим пальцем и выдохните через левую. Таким образом, вы выполните один цикл дыхания. Начав с левой ноздри, левой ноздрёй мы и завершаем практику нади-шадханы. Эту практику вы можете делать ежедневно, увеличивая количество циклов, чтобы довести их до 10-15 повторений. Поддерживайте ровное, спокойное дыхание. По мере выполнения упражнения вы можете почувствовать внутри себя возникающие ощущения равновесия и ясности. Часто эту технику называют очищающей. Она помогает гармонизировать левое и правое полушария мозга, а также мужские и женские аспекты вашего энергетического поля. Приводя эти полярности в большее согласование, вы создаете основу для потока внутренней магии. Когда вы учитесь осознанно использовать свое дыхание, вы открываете двери к новым уровням энергии и изобилия. Когда вы начнете применять эти техники, вы заметите, как ваша энергия поднимается, а вибрация становится более высокой. Это не просто улучшит ваше самочувствие, но и откроет новые возможности для изобилия и процветания в вашей жизни. Дыхание – это очень мощный инструмент. Используйте его с осознанием, и вы сможете трансформировать свою жизнь, привлекая все, что вам нужно для счастья и успеха. Друзья, помните, что каждая техника может оказывать индивидуальное влияние. Если вы чувствуете дискомфорт, напряжение или боль, не заставляйте себя. Делайте все с радостью и любовью к себе, не требуя больше, чем можете. Все люди находятся на разных уровнях сознания и восприятия своего тела. Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, как это связано с проявлением и повышением моей вибрации. Эмоции – это энергия в движении, а дыхательные практики –
Это прямой путь к изменению этой энергии. Когда вы чувствуете себя застрявшим, перегруженным или подавленным, несколько минут осознанного дыхания могут поднять ваше состояние, поднимая вас на более высокую вибрационную частоту. Подумайте об этом так. Ваше дыхание похоже на пульт дистанционного управления для вашей нервной системы, а ваша нервная система тесно связана с вашим вибрационным состоянием. Сознательно изменяя свое дыхание, вы буквально изменяете частоту, которую вы транслируете во Вселенную. Именно так мы начинаем привлекать более высоковибрационные события, любовь, изобилие, ясность в вашу реальность. И вот настоящая магия. Чем больше вы практикуете эти техники, тем больше они становятся второй натурой. Со временем вы обнаружите, что естественно начинаете делать более глубокие, более осознанные вдохи в течение дня. Это создает позитивную обратную связь, постоянно поднимая вашу базовую вибрацию и выравнивая вас с потоком универсальной энергии. Ваше дыхание – это священный дар и мост между физическим и духовным. Давайте углубимся в еще один глубокий инструмент для повышения вашей вибрации, который не требует никаких усилий, кроме вашей готовности принять. Представьте, если бы вы могли исцелить свое тело, успокоить ум и поднять свою энергию, просто нажав кнопку «Play». Древняя практика звукового исцеления может быть именно тем недостающим ключом в вашем наборе инструментов для проявления. Вы, вероятно, чувствовали силу музыки, чтобы поднять настроение или помочь сосредоточиться. Но звуковое исцеление превосходит этот опыт. Это не просто наслаждение красивой мелодией, это погружение в определенные частоты, которые имеют силу перепрограммировать ваше энергетическое поле и привести вас в соответствие с вашим высшим «Я». Вот духовная истина. Все во Вселенной вибрирует на своей уникальной частоте, включая ваше собственное существо. Когда вы находитесь в состоянии идеального здоровья и энергетического выравнивания, ваши клетки естественным образом вибрируют на своей оптимальной частоте. Однако стресс повседневной жизни, негативные эмоции и постоянный шум технологий могут нарушить эти естественные вибрации, создавая диссонанс внутри вашего тела и энергетического поля. Здесь вступает в игру целебная магия звука. Сознательно подвергая себя воздействию определенных частот, вы можете вернуть свои клетки и энергетические центры в гармонию. Это похоже на настройку священного инструмента. Когда все струны находятся в идеальном резонансе, вы создаете красивую музыку. Когда ваше тело и энергия находятся в гармонии, вы излучаете яркое здоровье и высокочастотную энергию. Одна из самых мощных частот для исцеления – это 528 Гц, часто называемая частотой любви. Считается, что эта частота обладает невероятными целебными свойствами, и некоторые исследователи предполагают, что она может даже восстанавливать ДНК и способствовать глубокому клеточному исцелению. Представьте, что, просто погружаясь в этот священный тон, вы можете инициировать глубокий процесс исцеления внутри вашего тела на самых глубоких уровнях. Но звуковое исцеление выходит за рамки физического восстановления. Оно также имеет силу влиять на ваши мозговые волны, переводя вас в более расслабленные и восприимчивые состояния сознания. Это особенно мощно для работы с проявлениями, когда ваш мозг находится в тета-состоянии, которое составляет от 4 до 7 Гц. Вы входите в область глубокой восприимчивости и творчества, где сопротивление растворяется, а подсознательный ум становится более открытым для трансформации. Аналитический ум, представляющий собой деятельность левого полушария мозга, стремится к ясности и определенности. Он постоянно генерирует мысли, пытаясь объяснить и описать окружающий мир. Это стремление к описанию реальности
обусловлено индивидуальными особенностями каждого человека, его опытом, восприятием, убеждениями, программами бессознательного, прошлыми воплощениями и иными мирами, в которых он находился ранее. Ум не может оставить ничего неопределенным, поэтому он находит множество слов и концепций, чтобы структурировать свои мысли и создать понятную картину мира. Однако в условиях высоковибрационных музыкальных частот, особенно в диапазоне тета-состояний, активность аналитического ума значительно снижается. Музыка с низкими частотами способствует расслаблению и углублению сознания, позволяя мозгу синхронизироваться с ритмами. В этом состоянии аналитический ум становится менее болтливым, и фокус смещается с постоянного анализа на восприятие настоящего момента. Мы начинаем осознавать, что наши мысли и восприятия — это лишь интерпретации, а не объективная реальность. Это открывает доступ к подсознательным процессам, что может привести к инсайтам и более глубокому пониманию себя и окружающего мира. Мы можем ощутить, как иллюзии, которые создает аналитический ум, теряют свою силу, и появляется возможность воспринимать мир более непосредственно. Таким образом, влияние высоковибрационных музыкальных частот на аналитический ум способствует не только снижению его активности, но и углублению осознания, освобождению от иллюзий и улучшению интуитивного восприятия реальности. Это похоже на нажатие кнопки сброса в вашей внутренней программе. Красота звукового исцеления заключается в его простоте. Найдите тихое место, закройте глаза и сделайте несколько глубоких, заземляющих вдохов, пока слушаете. Представьте, как звуковые волны окутывают ваше существо, омывая вас, как нежный эфирный прилив, очищая любую застойную или негативную энергию. Позвольте чистоте проникнуть в каждую клетку, приводя вас в состояние гармонии и покоя. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете после этого. Многие люди испытывают чувство глубокого расслабления, ясности и тонкого, но мощного подъема настроения. Старайтесь сохранить это более возвышенное эмоциональное состояние также и после практики. Но не ограничивайте себя только одной частотой. Исследуйте и экспериментируйте с различными тонами, чтобы узнать, что резонирует с вашей энергией. Для некоторых 432 Гц – это глубокая частота для релаксации и заземления, в то время как другие находят 639 Гц полезными для гармонизации отношений и содействия любви. Существует целый вибрационный спектр целебных звуков, ждущих вашего исследования. Воспроизводите целебную частоту на фоне во время медитации или ведения дневника, чтобы углубить свою связь с вашим внутренним «я». Используйте эти частоты, чтобы задать энергетический тон для ваших ритуалов проявления, позволяя им направлять вас в более глубокие состояния осознания и выравнивания. Теперь, когда мы исследовали трансформирующую силу звука, давайте погрузимся в один из самых мощных, но часто игнорируемых инструментов для повышения вашей вибрации – радость. Знали ли вы, что действия, которые приносят вам чистейшее и наиболее аутентичное удовлетворение, могут быть вашим самым быстрым путем к более высокому вибрационному состоянию? Пора воспользоваться магией вашего собственного списка радости. Замечали ли вы когда-нибудь, как определенные действия заставляют вас чувствовать себя живым, как будто ваше существо светится изнутри? Возможно, это танцы в вашей гостиной, рисование, игра на гитаре или прогулка в объятиях природы. Эти моменты не просто мимолетные мгновения удовольствия. Они священные инструменты для повышения вашей вибрации. Лучшая часть заключается в том, что они совершенно уникальны для вас, божественное отражение сущности именно вашей души.
Создание списка радости похоже на создание личного рецепта для жизни на высокой частоте. Это коллекция действий, опытов и связей, которые естественным образом поднимают вашу энергию и выравнивают вас с вашим высшим «Я». Подумайте об этом, как о вашем духовном наборе инструментов, вашем путеводителе для тех моментов или дней, когда вам нужно быстро поднять вибрацию, или когда вы хотите поддерживать это высокое вибрационное состояние. Как же создать этот волшебный список? Это проще, чем вы думаете. Возьмите ручку и бумагу или откройте заметку на вашем телефоне. Теперь нежно закройте глаза и вернитесь к последнему разу, когда вы чувствовали себя по-настоящему глубоко удовлетворенным. Что вы делали? С кем вы были? Что окружало вас в тот момент? Запишите это. Продолжайте, размышляйте о действиях, которые заставляют вас терять всякое чувство времени, о том, где вы чувствуете себя наиболее связанными с вашим истинным «Я». Состояние — это то, что мы все хотим испытать. Когда вы мечтаете о новом авто, вы мечтаете не о нем, а о состоянии, в котором вы будете находиться, чувствуя удовольствие от вождения, обладания, короче того чувства удовлетворения, уверенности и силы внутри себя. То есть вы стремитесь к состоянию. Когда вы мечтаете о более высоких доходах, вы мечтаете о том, что стоит за самими деньгами. Это не сумма денег, потому что для вашего подсознательного нет разницы в 10 тысяч или 10 миллионов. Для него это просто цифра 10. На самом деле вы хотите испытать состояние, которое стоит за вашими новыми доходами. Это могут быть новые отношения, путешествия или что-то другое. Проще говоря, мы стремимся к состоянию через деньги. Именно поэтому так важно научиться ставить себя в нужное вам состояние. И тогда реальность подтягивается сама. Стоит ли говорить, что осознанно, переходя в искомое состояние, вы меняете свои вибрации? Радость — это мощная заразительная энергия. Ваше повышенное состояние создает эффект волны, улучшая ваши отношения и привлекая больше позитивных событий в вашу жизнь. Вы становитесь маяком света, поднимая не только себя, но и всех, кого встречаете. Так что же в вашем списке радости? Найдите момент прямо сейчас, чтобы записать как минимум 5 вещей, которые приносят вам подлинное удовлетворение. Помните, что нет правильных или неправильных ответов. Этот список касается того, что резонирует с вами на глубоком уровне, что освещает вашу душу. Примите эту практику с открытым сердцем и наблюдайте, как ваша жизнь трансформируется. Еще один способ привести свою энергию в порядок и управлять процессами в своей повседневной рутине – это одеть ваше состояние. Это мощная практика, часто называемая управление состоянием или практика состояния. Это метод, который помогает нам осознанно изменять свое эмоциональное и энергетическое состояние, чтобы улучшить качество жизни и повысить удовлетворение от повседневных задач. Суть этой практики заключается в том, чтобы запомнить моменты, когда вы испытываете радость, удовлетворение или вдохновение. Это могут быть простые вещи, приятные воспоминания, любимая музыка, запахи или даже определенные действия, которые приносят вам удовольствие. Когда вы находитесь в таком состоянии, важно осознать его и зафиксировать, чтобы потом можно было вернуться к нему в моменты стресса или рутинной работы. Когда вы сталкиваетесь с трудными моментами на работе, попробуйте одеть это состояние, как одежду. Вспомните, что вы чувствовали в те моменты радости, и позвольте этим эмоциям заполнить вас. Это может быть сделано через дыхательные упражнения, визуализацию или просто через осознанное напоминание о тех приятных моментах. Постепенно, когда вы будете возвращаться к этому состоянию, вы заметите, что ваша реальность начинает меняться. Ваши реакции на стрессовые ситуации станут более спокойными, а эмоции – более позитивными. Вы реагируете из этого состояния.
Может ли человек, находящийся в состоянии радости, злиться на коллегу? Конечно же нет. Эта практика помогает создать новый шаблон восприятия, где вы не только реагируете на внешние обстоятельства, но и активно управляете своим внутренним состоянием. Это позволяет вам находить радость и удовлетворение даже в самых обыденных аспектах жизни. Метод управления состоянием часто ассоциируется с работами NLP, нейролингвистического программирования, особенно с такими фигурами, как Ричард Бендлер и Джон Гриндер. Элементы этой практики можно найти в работах таких авторов, как Тони Роббинс, который популяризировал идеи о том, как управление состоянием может помочь достичь успеха и удовлетворения в жизни. И хотя конкретного единого автора метода нет, его корни уходят в различные направления психологии и саморазвития. Так же, как и с другими ментальными практиками, практика управления состоянием может достигаться мгновенно, как по щелчку пальцев. Да, именно так вы можете включать свое состояние. Мы способны достигать любого желаемого состояния. Это и есть внутренний путь. Через достижение определенного состояния мы можем проецировать его вовне, и тогда внешняя реальность отражает то, что находится внутри нас. Наша жизнь — это игра, и только наше состояние удовлетворенности собой, окружением и дружелюбия к миру формируют нашу реальность. Каждый шаг, который мы делаем, отражает наше намерение жить в гармонии с энергией Вселенной. Главное — делайте, верьте, и все у вас получится.